Все, поехали. Номер 10. Оumuamua — межзвездный разведчик, который не должен был так себя вести. В октябре 2017 года астрономы обсерватории Халиакала на Гавайях заметили нечто необычное. Объект двигался через Солнечную систему с такой скоростью и траекторией, что сразу стало ясно. Он пришел не из нашего космического дома. Его назвали 1I/ 2017. У1 Оumuamua на гавайском это значит «разведчик» или «посланник издалека, прибывший первым». Это был первый подтвержденный межзвездный объект, когда-либо проходивший через нашу систему. Длина примерно 400 метров, ширина всего 40 метров, соотношение 10 к 1, как гигантская сигара. Ни один известный астероид или комета в Солнечной системе не имеет такой формы. Но самое странное началось, когда Оumuamua уже покидал Солнечную систему. Его траектория отклонилась от той, которую предсказывала чистая гравитация Солнца. Объект ускорился без видимой причины. Обычно кометы ускоряются за счет удаления газов, выброса газа и пыли, когда лед испаряется под солнечным теплом. Но у Оumuamua не было ни комы, ни хвоста, ни спектральных линий газа, никакого видимого топлива. Астроном из Гарварда Ави Лэб в своей статье предположил, что это может быть легкий парус, тонкая конструкция, разогнанная давлением солнечного излучения. Остальные ученые назвали это сенсацией, но никто не смог дать естественное объяснение, которое бы одновременно учитывало и форму, и ускорение, и отсутствие аутгасинг, и идеальную скорость относительно местного стандарта покоя, как будто объект припарковался в нашей окрестности перед тем, как его захватило Солнце. Что делает это особенно тревожным? По статистике, такие объекты должны быть редкостью. Если Оumuamua — это 1 на миллиард, то поймать его именно в те 11 дней, когда мы могли его изучать, практически невозможно. Математика говорит, что в любой момент через Солнечную систему должно проходить тысячи похожих объектов. Мы просто раньше не умели их искать. А теперь ищем. И следующий может оказаться не таким безобидным. Оumuamua пришел, показал, что законы движения небесных тел иногда дают сбой, и ушел в пустоту, оставив нас с вопросом: а что если это не случайный осколок, а нечто, созданное по другим правилам? Номер 9. Tabis Star — звезда, которая мигает так, как не должна ни одна нормальная звезда. В 2011 году астроном Таби Бояджан из Университета Луизианы анализировала данные телескопа Кеплер и наткнулась на звезду Кици 846-2852 в созвездии Лебедя. Обычная звезда класса F, похожая на наше Солнце, но с одним безумным отличием. Она неожиданно тускнела на огромные величины, до 22% яркости за раз, не на 0,1%, как при прохождении планеты, а на десятки процентов. И не периодически, а хаотично. Глубокие провалы, мелкие колебания, а потом месяцы стабильности. За годы наблюдений Кеплер, ТЭСС, наземные телескопы было зафиксировано более 20 крупных событий затемнения. Ни одна известная модель не объясняет это полностью. Кометы, их нужно было бы миллиарды, и они должны были бы оставить газовый след, которого нет. Пылевой диск не объясняет асимметрию и глубину. Мегаконструкция инопланетян? Бояджан и сама шутила над этим, но данные остались. В 2019-2023 годах дополнительные наблюдения показали, что звезда еще и медленно тускнеет в долгосрочной перспективе на 0,1% в год. Это уже не просто пятно на звезде. Что делает это особенно беспокоящим? По всем законам звездной эволюции и планетообразования такие экстремальные, нерегулярные затемнения просто не должны происходить. Звезда ведет себя так, будто вокруг нее что-то активно и целенаправленно меняет цвет. Мы наблюдаем за ней уже больше 10 лет, и каждый новый минимум заставляет астрономов переписывать модели. Если это естественное явление, мы еще не понимаем, как работают звезды. А если нет, то это уже следующий уровень. Номер 8. М82Х2 – ультраяркий рентгеновский источник, который плюет на предел Эддингтона. В физике есть законы, которые воспринимаются почти как фундаментальные границы реальности. Не гипотезы и неудобные приближения, а именно пределы, за которые природе нельзя выходить без разрушения самой модели. Один из таких законов – предел Эддингтона. Это редкий случай в астрофизике, когда ограничение выглядит почти абсолютным. Его идея основана на простом, но глубоком балансе сил. Когда вещество падает на массивный объект – звезду, нейтронную звезду или черную дыру – оно разогревается до экстремальных температур.
и начинает излучать энергию, прежде всего в виде света и рентгеновского излучения. Но это излучение не просто результат нагрева, оно само становится физической силой. Фотоны оказывают давление на окружающий газ и могут буквально выталкивать его обратно. В какой-то момент возникает равновесие между гравитацией, которая тянет материю внутрь, и радиационным давлением, которое выталкивает ее наружу. Это и есть предел Эддингтона, максимальная светимость, при которой объект еще может устойчиво питаться падающим веществом. Если светимость становится выше, излучение должно начать сдувать аккреционный поток, и объект фактически лишается топлива. В классической картине это означает жесткий космический потолок. Ярче быть нельзя, иначе система сама себя разрушает. Долгое время этот предел считался почти фундаментальным. Он встроен в модели роста черных дыр, квазаров, аккреционных дисков и даже в понимание того, как формируются и эволюционируют галактики. Это не второстепенная деталь, а один из базовых ограничителей поведения материи в экстремальных условиях. И именно поэтому открытие М82Х2 оказалось настолько тревожным. Галактика М82, известная как галактика Сигара, находится примерно в 12 миллионах световых лет от Земли. Это активная звездообразующая галактика, где процессы рождения и смерти звезд происходят с огромной интенсивностью, словно сама система находится в состоянии постоянного космического взрыва. Внутри нее астрономы давно наблюдали ультраяркие рентгеновские источники, или ULX, источники сверхяркого рентгеновского излучения. Эти объекты уже сами по себе были загадкой, потому что их светимость превышала то, что считалось возможным для обычных звездных систем. Первоначально их объясняли либо черными дырами промежуточной массы, либо необычными режимами аккреции, которые позволяли временно превышать стандартные ограничения. Но все эти объяснения сохраняли главное допущение. Законы физики остаются в силе, просто условия экстремальны. Ситуация изменилась в 2014 году, когда космическая обсерватория NuSTAR, специализирующаяся на наблюдении жесткого рентгеновского излучения, зафиксировала в М82 объект, который вел себя совершенно иначе, чем ожидалось. Он не просто светился ярко, он пульсировал. Его излучение имело четкую периодичность, как космический маяк, включающийся и выключающийся с регулярным ритмом. Это ключевая деталь, потому что такая периодичность характерна не для черных дыр, а для пульсаров, быстро вращающихся нейтронных звезд, у которых излучение формируется в магнитных полюсах и подсвечивает пространство по мере вращения. И вот здесь возникает первый разрыв ожиданий, потому что пульсар М82Х2 оказался не просто нейтронной звездой, а источником ультраяркого рентгеновского излучения, превышающего светимость Солнца примерно в 10 миллионов раз. Уже само по себе это значение выглядит экстремальным, но настоящая проблема начинается при сравнении с пределом Эддингтона. Расчеты показали, что объект не просто слегка превышает этот предел, а нарушает его примерно в 100-500 раз, в зависимости от модели оценки массы и геометрии излучения. Это означает прямое противоречие классической физике аккреции. По стандартной теории, при такой светимости радиационное давление должно было полностью остановить падение вещества. Газ должен был быть выдут из системы, аккреционный поток разрушен, а источник стабилизироваться на уровне, не превышающем предел. Но наблюдения показывают обратное. М82Х2 продолжает стабильно излучать, причем не кратковременно, а на временных масштабах, характерных для устойчивых астрофизических систем. Изначально ученые пытались объяснить это не нарушением физики, а особенностями наблюдения. Одно из первых объяснений – эффект направленного излучения, или лучезарный. Если излучение не сферическое, а направлено узким конусом, то объект может казаться значительно ярче, чем он есть на самом деле. В таком случае предел Эддингтона формально не нарушается, просто наблюдатель видит усиленный сигнал. Однако последующие данные показали, что даже с учетом геометрических эффектов этого недостаточно, чтобы объяснить наблюдаемую светимость. Следующая гипотеза связана с магнитными полями. И здесь ситуация становится еще более экстремальной. У нейтронных звезд действительно существуют магнитные поля колоссальной силы, порядка от 10 в 13 степени до 10 в 15 степени Гаусс. Для сравнения, магнитное поле Земли составляет около 0,5 Гаусса. В таких условиях поведение плазмы и излучения начинает кардинально отличаться от привычной физики. Сильное магнитное поле может направлять падающее вещество вдоль силовых линий, формируя аккреционные колонны, где газ не падает равномерно по всей поверхности, а концентрируется в узких потоках.
Это снижает эффективное радиационное давление и позволяет системе поддерживать сверхкритическую аккрецию. Таким образом, объект может как бы обходить предел Эддингтона не напрямую, а через изменение геометрии потока вещества и излучения. Но даже эта модель не решает всех проблем, потому что М82Х2 демонстрирует устойчивую сверхкритическую светимость на временных масштабах, которые требуют не просто редкого события, а стабильного физического механизма. И здесь возникает ключевой вопрос. Если такой механизм возможен, насколько вообще универсален предел Эддингтона? Это действительно фундаментальный закон или лишь приближение, которое работает в большинстве, но не во всех условиях? Ситуация становится еще более тревожной, когда выясняется, что М82Х2 не уникален. Астрономы обнаружили целый класс подобных объектов – ULX-пульсары. Это означает, что речь идет не об одной аномалии, а о повторяющемся физическом явлении. А повторяемость в физике почти всегда означает одно – существование недостающего механизма в теории. И тогда возникает более глубокая проблема. Если нейтронные звезды способны стабильно работать в режиме, который превышает фундаментальные ограничения аккреции, то это означает, что наши модели поведения материи в экстремальных условиях не полны. А если они не полны здесь, то насколько можно доверять им в описании черных дыр, квазаров и ранней Вселенной? М82Х2 становится не просто странным объектом, а тестом на прочность всей астрофизической теории. Потому что он находится не на краю наблюдаемой Вселенной и не в условиях, которые невозможно проверить. Он относительно близкий по космическим меркам объект, встроенный в хорошо изученную галактику. И при этом он ведет себя так, будто фундаментальные ограничения ему неприменимы. И именно это делает его особенно тревожащей. Потому что если один маленький объект размером с город может стабильно превышать предел, который считался универсальным, то вопрос уже не в том, как он это делает. Вопрос в другом. Сколько еще таких невозможных объектов уже существует, но мы просто не знаем, что они невозможны. Номер 7. Chime J1634 плюс 44. Единорог, который ускоряется вместо того, чтобы замедляться. В июле 2025 года канадская радиообсерватория Chime в рамках поиска пульсаров обнаружила редчайший объект, который сразу получил прозвище «Единорог». Его официальное название Chime J1634 плюс 44. Это длительный радиопереходный процесс, долгопериодический радиопереходный источник, который испускает мощные радиовспышки с интервалом примерно 14 минут, 841 секунда, хотя есть и вторичный период около 70 минут. Такие объекты обычно относят к классу вращающиеся радиопереходные процессы и связывают с очень медленно вращающимися нейтронными звездами или, возможно, с высоко намагниченными белыми карликами. За последние годы астрономы нашли уже несколько сотен LPT, но все они вели себя предсказуемо. Их период вращения постепенно увеличивался. Они замедлялись, как и положено компактным остаткам звезд. Chime J 1634 плюс 44 сделал то, чего не должен делать ни один известный пульсар или LPT. Он ускоряется. Его период вращения сокращается. Измеренная производная периода минус 9,3 умножить на 10 в степени минус 12 секунды в секунду. Это значимая спин-ап, подтвержденная с уверенностью более 80 сигм. По законам физики изолированная вращающаяся нейтронная звезда должна терять энергию на магнитное дипольное излучение, гравитационные волны и тормозиться. Период должен расти, а не уменьшаться. Ускорение нарушает сохранение углового момента и требует постоянного притока энергии извне. Но никаких признаков компаньона, аккреции или другого очевидного источника топлива у Chime J1634 плюс 44 нет. Но это еще не все. Объект демонстрирует полностью круговую поляризацию радиовспышек, почти 100%. Волны закручиваются в идеальную спираль. Такая степень поляризации крайне редка даже среди обычных пульсаров и никогда раньше не встречалась у долгопериодических транзитов. Ученые из NSF Green Bank Observatory, возглавляемые янским стипендиатом Фэнсю Адамом Доном, прямо назвали его единорогом среди LPT. Это единорог даже среди других единорогов, сказал Дон. Что делает это особенно беспокоящим? Мы последние 60 лет считали, что прекрасно понимаем, как умирают звезды и как ведут себя их остатки. Нейтронные звезды — это космические маяки, которые замедляются предсказуемо и надежно. А тут перед нами объект, который как будто получает энергию из ниоткуда или работает по совершенно другим физическим правилам. Возможно, это двойная система, где орбита сжимается и передает момент импульса, но тогда где второй объект?
Возможно, внутри происходит что-то совсем новое. Неизвестный механизм излучения гравитационных волн или даже экзотическая физика сверхплотной материи. Если таких единорогов окажется больше, нам придется переписывать целые главы учебников по эволюции нейтронных звезд. Мы думали, что знаем, как заканчивают свою жизнь массивные звезды. А космос снова напоминает, даже самые мертвые объекты могут вести себя так, будто физика для них не закон, а просто рекомендация. Номер 6. Джумбос. Парные свободные планеты в туманности Ориона, рожденные в столкновениях звездных систем. В октябре 2023 года космический телескоп Джеймс Уэбб JWST во время детального обзора туманности Ориона на расстоянии около 1350 световых лет от Земли сделал открытие, которое заставило астрономов переписывать учебники по формированию планет. В районе трапеции, молодого звездного скопления внутри туманности, прибор NIRCam обнаружил 540 планетарно-массивных объектов с массами от 0,6 массы Юпитера и выше. Из них примерно 40 пар, 9%, оказались двойными системами. Две планеты-гиганта, связанные гравитацией и вращающиеся друг вокруг друга на расстояниях от 25 до 400 астрономических единиц. Их назвали JUMBOS – Jupiter Mass Binary Objects. Каждая пара состоит из объектов массой от 1 до 13 масс Юпитера. Они не привязаны ни к одной звезде, свободно плавают в космосе и излучают остаточное тепло формирования, которое JWST отлично видит в инфракрасном диапазоне. Это не коричневые карлики, которые тяжелее 13 масс Юпитера, а именно планетарные объекты. Некоторые пары даже образуют тройные системы. Раньше считалось, что планеты формируются исключительно в протопланетных дисках вокруг молодых звезд. Выбросить одну планету в межзвездное пространство сложно, но теоретически возможно при гравитационных взаимодействиях. А вот выбросить две планеты, которые при этом остались гравитационно связанными друг с другом, это почти невозможно по старым моделям. Ни одна теория формирования планет или звезд не предусматривала такого сценария в больших количествах. Астрономы Самуэль Пирсон и Марк МакКофрин из Европейского космического агентства, проанализировав данные, предложили два основных объяснения. Первое. Объекты сформировались напрямую из фрагментации газопылевого облака, как мини-звезды, но не набрали достаточно массы. Второе. Они родились в протопланетных дисках, а потом были выброшены вместе при тесном сближении с другой звездой в плотном скоплении. В 2024 году симуляции группы из Университета Невады, Йехан Ванг и другие, показали, что именно динамические взаимодействия в молодых скоплениях могут выбрасывать пары планет, сохраняя их связь. Что делает это открытие особенно тревожным? Если Джумбос не редкость, а типичное явление в звездных скоплениях, то большая часть планет во Вселенной может быть свободно плавающей, а не привязанной к звездам. По оценкам, только в Млечном Пути могут существовать сотни миллиардов таких объектов. Это полностью рушит наши представления об обитаемых зонах. Мы привыкли искать жизнь вокруг звезд, где есть свет, тепло и жидкая вода на поверхности. А на свободных планетах Джумбос может существовать сложная химия, и даже жизнь в полной темноте и холоде, в подземных океанах, разогреваемых приливными силами от гравитационного взаимодействия внутри пары. Такие океаны, похожие на океаны Европы или Энцелада, могут оставаться жидкими миллиарды лет за счет внутреннего тепла. Представьте, целые миры, дрейфующие в межзвездной пустоте, с возможными экосистемами под ледяной корой, без солнца, без сезонов, без дневного света. Если жизнь там возможна, то она может быть гораздо более распространенной, чем мы думали. И при этом совершенно недоступной для нашего наблюдения обычными методами. JWST показал нам, что формирование планет куда более хаотичный и разнообразный процесс, чем мы предполагали. Космос не следует нашим аккуратным моделям. Он создает планеты парами, выбрасывает их в темноту и, возможно, дарит им условия для жизни в самых неожиданных местах. Если Джумбос обычные, то наша Солнечная система с ее нормальными планетами вокруг звезды может быть скорее исключением, чем правилом. Номер 5. Ранние массивные галактики JWST – галактики, которые появились слишком рано и слишком большими. С 2022 года, буквально с первых месяцев научной работы космического телескопа Джеймс Уэбб, астрономы начали получать изображения, которые заставили весь научный мир нервно переглядываться. Телескоп регулярно находит полностью сформированные галактики, которые существовали всего через от 290 до 500 миллионов лет после Большого взрыва.
Для сравнения, по старым моделям на формирование таких структур должны были уйти миллиарды лет. Самый яркий пример — галактика JADES GS Z14-0. В мае 2024 года международная команда JADES с помощью спектрографа NIRSPEC подтвердила ее красное смещение Z равно 14,32. Это значит, что мы видим ее такой, какой она была всего 290 миллионов лет после Большого взрыва, когда Вселенной было всего около 2% от текущего возраста. Галактика уже имеет яркость, соответствующую сотням миллионов солнечных масс в звездах, размер около 1600 световых лет и признаки химической эволюции. Она не крошечная протогалактика из нескольких миллионов звезд. Это уже зрелая, компактная, но очень яркая система, активно рождающая звезды. Еще одна галактика из того же обзора, JADES GS Z31, тоже на Z примерно от 13,9 до 14. Обе они демонстрируют четкий разрыв в спектре из-за поглощения ультрафиолета нейтральным водородом и мощный ультрафиолетовый континуум, что говорит о большом количестве горячих молодых звезд. По стандартной космологической модели лямбда-CDM галактики должны были формироваться постепенно. Сначала крошечные сгустки темной материи, потом медленное накопление газа, медленное звездообразование. На формирование массивных галактик с сотнями миллионов звезд должны были уйти от 1 до 2 миллиарда лет. А здесь они уже взрослые, в младенческом возрасте Вселенной, с зрелой структурой, высоким темпом звездообразования и даже признаками обогащения тяжелыми элементами. Астрономы называют это кризисом космического рассвета. Чтобы такие галактики успели вырасти так быстро, потребовалось бы звездообразование в сотни раз интенсивнее, чем позволяют известные физические процессы. Газ должен был бы превращаться в звезды с почти 100% эффективностью, без обычных потерь на обратную связь альтернатива — совершенно новая физика. Например, более эффективная темная материя, ранние сверхмассивные черные дыры, которые ускоряют коллапс, или даже пересмотр начальных условий Вселенной после инфляции. К 2025 году ситуация только усугубилась. JWST нашел десятки таких монстров, на Z больше от 12 до 14. Некоторые из них имеют массы в сотни миллиардов солнечных, хотя большинство все-таки в диапазоне от 10 в 8 степени до 10 в 9 степени. Но их яркость и количество сильно превышают предсказания всех предыдущих симуляций. Ученые из команд JADES, SEERS и GLASS признают, модели нужно перестраивать. Что делает это особенно беспокоящим? Если JWST прав, а данные спектроскопии очень надежны, то вся наша космологическая модель нуждается в серьезной перезагрузке. Вселенная выросла слишком быстро, как будто в первые несколько сотен миллионов лет кто-то нажал кнопку «Ускорить» и запустил звездообразование на максимум. Мы смотрим на объекты, которые по всем расчетам просто не должны были успеть возникнуть. Это не мелкая нестыковка. Это фундаментальный удар по нашему пониманию того, как формировалась структура во Вселенной. Если галактики могли становиться большими и яркими так рано, значит, либо темная материя ведет себя не так, как мы думали, либо процессы звездообразования в экстремальных условиях ранней Вселенной кардинально отличаются от современных. А возможно, мы упускаем что-то еще более глубокое, неизвестный механизм, который позволил космосу взрослеть в ускоренном режиме. JWST показал нам, космический рассвет был гораздо более бурным и неожиданным, чем мы представляли. Мы думали, что первые галактики — это слабые, маленькие искорки. А вместо этого нашли уже вполне сформированные взрослые галактики, которые светили ярко, когда Вселенная была еще почти младенцем. И каждый новый рекорд только углубляет кризис. Номер 4. 9-я планета — невидимая планета, которая тянет за собой целые орбиты. С 2016 года астрономы Константин Батыгин и Майк Браун из Caltech собирают доказательства существования планеты массой от 5 до 10 земель на орбите от 400 до 800 астрономических единиц от Солнца. Почему? Потому что орбиты крайних объектов пояса Койпера, Седна 2012 VP113 и другие, странно выровнены и наклонены. Статистическая вероятность случайности меньше 0,01%, но ее никто не видел. Ни Хаббл, ни Pan-STARRS, ни Субару. Она слишком далеко, слишком тусклая. Если она существует, это объект, который нарушает наше понимание формирования Солнечной системы. Как такая большая планета могла оказаться так далеко? Что делает это особенно тревожащим?
Где-то за Плутоном может скрываться целый мир, который мы не видим, но чувствуем по гравитации. И он может быть не один. Номер 3. Магнитары — нейтронные звезды с магнитным полем, которое разрывает атомы. Магнитары — это нейтронные звезды с магнитным полем в от 10 в 14 степени до 10 в 15 степени Гаусс. Для сравнения, поле Земли — 0,5 Гаусса. В 2004 году магнитар SGR 1806-20 выпустил вспышку, которая за 0,2 секунды выдала столько энергии, сколько Солнце излучает за 250 тысяч лет. Поле магнитара настолько сильное, что может разрывать атомы на расстоянии тысячи километров и вызывать звездотрясения. Физика говорит, что такое поле не может долго существовать, оно должно быстро затухать. Но магнитары живут тысячи лет. Как они поддерживают такую мощь? Номер 2. Pearl с DG — изолированная карликовая галактика, которая нарушает все правила эволюции галактик. JWST в 2024-2025 годах нашел галактику Pearl с DG на расстоянии 98 миллионов световых лет. Она полностью изолирована, не взаимодействует с другими, но состоит из очень старых звезд. По всем моделям такие карликовые галактики должны либо сливаться, либо активно рождать звезды. А это стоит в стороне и молчит. Это как найти взрослого человека, который никогда не общался с другими людьми и при этом прекрасно себя чувствует. Номер 1. Ядерная паста внутри нейтронных звезд — самое плотное вещество во Вселенной, которое ведет себя как макароны. В недрах нейтронных звезд под давлением в 10 в степени 17 раз больше земного протоны и нейтроны сжимаются в структуры, которые компьютерные модели называют ядерной пастой, спагетти, лазанья, гномы. Это вещество прочнее стали в 10 миллиардов раз. Если взять кубик размером с сахар, он весил бы миллиарды тонн. И это не теория, это предсказание, подтвержденное наблюдениями рентгеновских вспышек. Но самое страшное, если такое вещество существует, то наши лабораторные представления о материи на пределе разрушаются. Законы физики в экстремальных условиях работают совсем не так, как мы думали. Если хочешь увидеть больше видео вроде этого, кликни на видео на экране прямо сейчас и обязательно подпишись. Мы только начали разбирать то, что космос прячет от нас.